Эти сумасшедшие немцы заминировали реку. Походу этот кубок немцы вынесли из Эрмитажа. И как нам не взорваться в этой реке? Огромный сброс немецкой посуды. Приветствую, друзья! И мы снова на Железной реке. Осенняя река. И это значит, что будет холодно, но интересно. Все-таки речка скрывает много артефактов. Усаживайтесь поудобнее. Немецкая пряга. Я угадал. Ты прям предсказатель. И причем веймерская. Надо было еще заранее сказать, что это веймерская. Ванга просто там отдыхает. Да вообще не говори. Вангуешь. Я только обрадоваться успел, потому что почувствовал примерно, что это я тащу. Просто я материализовал до этого. Очень долго. А ремней надо посмотреть. Здесь хлястик есть. Хотя он тоже в плохом состоянии. Нет, думаю, ремня там нет. Еще до прихода Гитлера пряга эта на ком-то сидела. Скорее всего. Мельхиор. Красненько. Но еще более-менее для Мельхиора. Угу. Бывает и хуже. Ну хоть не железная. Да, вообще пряга классная. А что, она нужна, что ли? Да ну такую. Газаев любит у нас Ну а куда она Кожу. так говно такое? кожу выкидывать. Ну так, смотри, чего. То подшлемник выделит. Ну, ладно. Будем надеяться на лучшие находки кожи. Если снять налет, получается такая пряжечка. Вышла, конечно, краснота, что под налетом получается из сплава цинк вышел, осталась медь. Ну, постепенно она потемнеет. Внутри, конечно, надо еще почистить. Здесь сплошные гильзы. 45 миллиметров. Ну, такая Без капселя. ровненькая. Ну, не за исключением вот этого. Ну, я имею в виду, что состояние такое Ага. розовенькое, значит. Даже от цифр Следы остались. Ну, вокруг обгнило, а цифры остались. Наверное, или наоборот. Очень, похоже, опасная находка, судя по моим ощущениям. Может быть, тогда не доставать? Да уже поздно. Это знаменитая лягушка. Немецкая прыгающая мина. Это внутренняя часть от нее, она без Шпринг. корпуса. А, без корпуса. Да, внешнего корпуса нету. Можем увидеть, вот здесь вот размечался пороховой заряд. Видимо, ее разобрали, либо она Могла и выпрыгнуть, и упасть сюда просто. просто не Ну, сработала. корпус находили отдельно рваный. Что верхняя часть в идеальном состоянии практически. Нет, С другой считать стороны, не удастся. это делает ее более безопасной. Надеюсь, в этот раз это не будет корпус от шпринга. Что там очень много навалено. Да, вон куски противотанковой мины. Шпринга. А это целое с корпусом? От Максима? Ага, лентоприемник. Весь обросший.
часть пулемета Максим. Да, Где же Целиковый Максим? Это все дно усеяно просто каким-то тут саперный сброс. Ой. Уже 10-й магнит достаем всяких гильз. Причем гильзы в хорошем состоянии. Это 20-миллиметровые зенитные гильзы. Эрликон так называемый. Они обычно Немецкие. латунные, тут Я бы сказал, что они чаще всего стальные, просто высота ушедшие. А здесь еще более-менее. Все дно в железе. Мне кажется, бесконечно их нашла. доставать. Блин! Ой, И как нам не взорваться в этой реке? Катерина, что делать, что делать? Подкидывай Сейчас. и беги из реки. Аккуратно. походу эта река заминирована. Аккуратно. Прыгающая мина. Давай заберу. Немецкие мины тоже, то есть в развалку тут лежат везде. Лягушка. Мины-лягушки. Походу счет. Судя по тяжести. Аккуратно. Катя, бо! Господи! Вы так это не шутите. А мне каково? Я бы рассказал анекдот, да не политкорректно. Жарко стало, если честно. Катя напугалась, вы спрашиваете, не боитесь ли вы взорваться? Конечно, боимся. Больше всего боится Катя. Опа. Поэтому у нее стальной нагрудник. О, Аккуратно. понимаете? Тут целое минное поле. Наверное, Каждый твой удар магнитом может стать последним. Вполне. Такими темпами. Это камешек. Камешек. Тоже тяжелая. О, с словами. Даже Они с корпусами? Да, да, целый. Целые, значит. Обалдеть. Все в одном месте. Какой-то саперный сброс. А может, они на льду стояли. Ну да. А река используется как линия обороны. Так, ребята, прямо на поверхности сигнальчик крутой, который металлоискателем никак не выкопать. Это у нас для детонаторов коробочка. А вдруг она целая будет? Ну, смотри, тут. Блин. И с буквами, со всеми делами. 41 год. Чувствую, что это половинка только, да? Ага, она и есть. Но при этом не ломаная. Где-то тут рядом нашли, интересно, такую же половинку? Или Нет, все-таки другая. ответную часть? Они же там 3 или 4 видах разные. Не, имею в виду, что здесь рядом, помнишь? Которую тоже наверху увидели. Она, по-моему, длиннее была как раз. А меня же не было. Как где она? Она где-то там у тебя. Не, она у меня, но... Надо посмотреть. Вдруг целая будет в итоге. Красиво. До сих пор звенит глубоко, да?
Ага. Глубина по пояс, я бы сказал. Ну, может быть, это Вот, снаряд? Вот он только начинает пищать. Вот только-только. И сигнал крупный. Далеко. Ух, стаканчик целый. Целый. Неужели? Видимо, он тут не один будет. Мгм. Неужели целый? Целый. Без трещин. Как его лопата не шаркнула, я не представляю. Ну, может быть, все, что были с трещинами. Нет. Не издевайся надо мной так. Люблю такие сбросы. С бакелитом. Друг, Ох, еще один. Треснутый? Треснутый. Ты, наверное, вот. Нет. Ну, хоть трещина, а не отколот. Мгм. Уже хорошо. Номер 2, по номерам их собирать. Мгм. Еще один? Да. И не один. Да ладно. Там, Там много. Я тоже походу сброс. хочу, тоже хочу в эту яму. Я их нашел коленкой. Пока я железо копал. Можно целый сервис собрать. Ага. Огро- Лапти памяти. Огромный сброс немецкой посуды. Не хочет глину отдавать стаканчик. И все целые. Наконец-то целые. Теперь стоит вопрос, нафига они нужны. Ты заглядывал внутрь, как размешивать там сахар? Они же не все такие. Осколок от стаканчика? Нет, это что-то другое совсем. Латунь? Это дерево, а по бокам латунь. Это самое. Щетка? Нет, заклепка, наверное, знаешь, на корзинку. Да ладно. Детонаторы пошли. Проводочки в количествах. Тут все заминировано. Везде торчат провода и детонаторы. Кто-то хотел взорвать железную реку. Главное, не дергай за провода, а то мы все взорвемся. Не, детонатор вот торчит. А, да, вон, да, торчит. Ну, у него провода обгнили. Не опасно, не? Могут взорваться? Слушай, вряд ли. Ну, если они ни во что не вставлены, но об этом мы узнаем только тогда, когда достанем. Там что-то еще, походу. Да, что-то идет. Вот. А, О, крышка. это еще крышка. Да. Значит, это от него крышка. И еще должны быть такие корпуса. Оп. 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 Ломаная. Ну вот, ну. Куча детонаторов. Да лава. Нет, это перчатка. Щелкнула. Железное что-то? Угу. Нет, просто маленькая. Или нет, большая, целая? Нет, это большая целая.
Ну опять с трещинкой, блин. У них у всех одинаковая трещинка. Они специально, наверное, колотили, чтобы нам не досталось. Этот стаканчик как будто еще мраморный, да? Угу. Вот. Дальше не буду, там грязно просто резьба. Нашли кубок, походу, ребята. Наконец-таки. Ну, я правильно, Мраморный кубок. правильно сказал, что целый. Там, торчал. Ух, ничего себе. Какая связка, как лук кто-то вялил. Сушил. Электродетонаторы. Что это, кусок щитка? Слушай, очень похоже. От Максима? Не от Нет, Максима. это не с Ганамага ли? Крышка вон. Интересно, чего это броня? А? Интересно, чего это броня все-таки? Еще кусочек, кстати, от мана. Не. Это вряд ли от нее. Вот и крышка была посередине, да? Да. Ровно посередине. Давай я ее почищу лопатой. Скоблюсь или металл? Ой, металл. Возможно, она была в краске. Кто знаком со мной? Но об этом никто не знает. А вот это что за кусочек? Грунт красный. А, это отписываешься. Так что вот, походу, на что-то он звонил в реальности. Угу. Вот, скорее всего, изменяла. Тот, собственно, сигнал вот здесь в берегу, который я пытался кинуть. Слушай, это походу какой-то грунтозацеп для пушки, Может быть. именно к которому упирается. А, то есть вот так вот. Или наоборот. Ну, сложно сказать. А? Ну, он не щиток. Не щиток, не щиток. Я думал, Какой-то- сначала элемент щитка, да? Были Единственное, щитки, что непонятно, как он крепился. Возможно, вот где этот вырез, там было приварено, именно дальше Нет, нога шла. не приварено. Он мог просто вставляться. Это может быть как усиливающий грунтозацеп. Ну, может и да. То есть вставляется вот так. Но вот это так точно что-то подобное, зацеп какой-то. вот. Ну, производитель точно импортный. А что там? Красный грунт. Ну, это да. Ну да, в родной краске. Местами. Ну, может, и эта краска, ты как бы Вот это? поверх краски, да, снял. Скорее всего, это желтая краска, нет? Мне кажется, да, поверх грунта. Я вот здесь вижу белый оттенок у краски. Отсюда выглядит, как будто бы это защитная краска, знаешь, типа как тмиха. Ага. Желтая такая это. Ну, может быть. Ну, на мой взгляд, все-таки красный. А вот и нижняя часть упаковки от детонаторов. Еще одну верхнюю нашли. Можно будет посмотреть, как это выглядело в сборе. Первый раз в таком состоянии вижу. На что бы это было похоже? Одна находка за другой из стены. Там еще крышечка. Целая, что ли? Нет. Верхняя часть, да? Да, целая, кстати. Не про стакан. Это вверх. Значит, где-то еще и низ. Целый похоже. Держи, попытка. Бери. Да, вроде целый. Главное, пустой внутри. Да. Повезло тебе. Постанова. Не, он лежал вверх этим. Эти сумасшедшие немцы заминировали реку. Заглушка на снаряд.
для взрывателя АЗ-23. Резьба М50×3. Для любого хейтера найдется крышка с резьбой. А что закрывать-то? Что закручивать, Газаев? Ну это можно... Нет, тут запикать тогда будет, если я скажу. Надо будет. Прям такое матное. А мне ушки закрыть. Да.